Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролог и практик. И сегодня мы с вами погадаем на ближайшие 9 дней. Что с вами произойдет, что случится. Мы вообще сделаем такой полный расклад. И каждому знаку зодиака я достану карту периода, то есть карту этих 9 дней. Для знаков зодиака, сами понимаете, конечно, будет только по одной карте, а вот 3 позиции у нас будут по 10 карт. Взяла я для этого колоду «Живые легенды» Ленорман, автора Олеся Веселова. Итак, вот наши карты. Такая рубашечка. Сначала 3 позиции по плану. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас, в ближайшие 9 дней. Что случится, что произойдет, какая характеристика этого периода. И на 3 позиции, и для знаков зодиака. Поэтому не пропустите, смотрите все. И также вы можете для любимого человека выбирать позицию, смотреть за него и его знак зодиака. Очень полезно, если вы учитесь картам, гадать на картах Ленорман, смотреть все видео, просто чтобы поучиться. Что видео очень такое многогранное. Итак, что будет в ближайшие 9 дней? 9 дней. Именно такой срок мы с вами выбрали сегодня. Сегодня новолуние. И в новолуние гадать очень полезно. Также мы сегодня с вами на канале «Гадания, заговоры, ритуалы» сделаем расклад, какое желание у вас исполнится в период после новолуния, да? Какое желание исполнить сегодняшнее новолуние. Это тоже важно, поэтому не пропустите, не пропустите. Итак, выбираю 3 карты, 3 позиции. Это точка отсчета, как вы знаете. Гадать я буду каждый раз на всей колоде, кроме этих 3 карт. Да? То есть получается первая позиция, 2 и 3, то есть когда я их убираю, да, я все карты обратно в колоду убираю. И также для знаков зодиака. И давайте камушками украсим. Первая позиция — дымчатый кварц. 2 позиция — лабрадорит. 3 позиция — зеленый агат. Ну или синий, уж не знаю, какой он тут. Цвета морской волны. Итак, точка отсчета — это сегодняшняя ваша ситуация на Ленорман. И дальше 9 дней смотрим период. Гадать на период по этой схеме можно на любой период абсолютно. Схема на 10 карт идет, и период любой берется, допустим, месяц можно. Если вы дома гадаете, да, месяц, там, полгода, год, неважно. Важно то, что вы взяли вот схему, да, и по ней раскладываете. По ней раскладываете. Итак, я надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. И я начинаю с первой позиции, остальные убираю в сторону. Итак, живые легенды Ленорман. Первая позиция гадания у нас для первой позиции, для дымчатого кварца. И первая карта — точка отсчета, да, кто вы в каком аркане живете сегодня. И это аисты, значит, вы человек семейный. Или просто, любите семью, детей, дом, вьете гнездо, может, что-то дома обустраиваете, ремонтируете. Каждый ассоциирует себя с этой картой по-своему. Но сама по себе карта, конечно, несет в себе семью, сочетаемость с кем-то, жизненные перемены и вот это вот состояние гнезда, да, что живу в своем гнезде. Куда-то перелечу и буду жить опять в своем гнезде, понимаете? Карта, в принципе, довольно-таки положительная, аисты.
Почему? Потому что человек всегда добрый, хороший, и текущее его состояние, ну, более-менее тоже хорошее. Получается, это такое состояние, когда ты любишь других, когда ты готов отдавать свою энергию, жертвовать собой ради других, радовать других, заботиться о детях, может быть. И также сам по себе человек, вы знаете, как душа открытая у него, да, не боится передвигаться, менять свою жизнь. Может быть, вы готовы сейчас уже взять и поменять свою жизнь в лучшую сторону. Но почему бы и нет? Значит, нужно пробовать. Часто аисты выпадают людям, которые переезжают или улетают куда-то. Ну, то есть то, что крылья есть, да, это же птица, может далеко лететь, и вот поэтому. Но также это состояние вот такое, я там готов заводить детей, жениться, выходить замуж, да, то есть я остепенился, я отдаю кому-то свое сердце или готов отдать свое сердце. В финансовом смысле аисты говорят, все в дом, все в дом. Ну, то есть все вот, да, любимым людям. Такая карта вот в этом плане очень, конечно, светлая. Дама червей, то, что еще, да, как будто хозяйка в доме, замужняя дама. Поэтому, если вы себя ассоциируете сейчас, сегодня с этой картой, это первая позиция, это ваша позиция, ваша. Хорошо, давайте тогда теперь смотреть. Краткая характеристика недели. Сначала смотрим именно краткую характеристику недели. Ой, солнце. Вы знаете, солнце хорошая, конечно, карта. Показывает, что неделя будет хорошая, да. То есть вот ближайшие, получается, 9 дней, ближайшая неделя примерно, да, будет очень хорошая. И получается, что солнце — это, конечно, счастливые какие-то события, моменты, подарки, может быть, знакомства, знаки внимания. Солнце — просветление, то есть в какой-то ситуации наступит просвет, да, просвет. Конечно, человек по карте Солнца может иметь вот счастливый период длительный в жизни. Ну, то есть этот период продлеваться может и на дольше времени, то есть больше этих 9 дней, да. Ну, например, это может быть там, даже до месяца, потому что выпала счастливая карта. Соответственно, вот таких временных рамок, допустим, мы гадаем там примерно 7-9 дней, да, и у вас раз выпало солнце, все, 9-й день закончился, солнце вырубило. Такого не бывает, правильно? Поэтому, когда вы видите эту карту, да, как краткая характеристика там ближайших дней, мы понимаем, что это может быть гораздо дольше, гораздо дольше. Значит, у вас наступает светлый период в жизни, хороший период в жизни. И это значит, что все меняется, как, знаете, белая полоса такая наступает. Поэтому вот краткая характеристика этих 9 дней, да, это у нас, вот, у вас очень счастливые 9 дней, счастливая неделя солнца, да. Хорошо, давайте смотреть дальше. Значит, следующее. Общее описание этих 9 дней. Давайте посмотрим. Общее описание. Рыбы. Это очень хорошая карта. И она показывает богатство и процветание очень часто. То есть общее описание, опять же, этого периода ближайшего счастливое. Карта говорит всегда о том, что могут быть сдвиги в лучшую сторону в делах, в работе, в финансах, в карьере. Карта всегда говорит о том, что появляется, возможно, богатый мужчина на вашем пути. Или как-то вот события, да, в центре которых мужчина. Но этот мужчина, скорее всего, деловой или состоятельный, состоявшийся человек. Вообще, король бубен — это настоящий предприниматель.
Но сама по себе карта рыбы иногда означает и сюрпризы, и подарки, и выплыть из трудной ситуации. Иногда карта рыбы может показывать даже беременность, если честно. Потому что рыбы ассоциация сразу беременность, да. И я считаю, что, значит, вот эта карта, да, она для вас выпала здесь не случайно, что как знак. Подтверждаю Солнце. Общее описание недели. Подтверждаю Солнце, да. То есть ближайшие дни, ближайшее время, счастливый период, счастливый момент. И, соответственно, мы понимаем, что когда рыбы, значит и внимание чье-то, молчаливое внимание, как будто за вами наблюдают молча, да? Высшие силы, может быть, наблюдают молча за вами. Может быть, какой-то человек наблюдает, защищает. То есть вот карта очень такая хорошая в этом плане. Но она и хитрая, конечно. Вы можете поступить по-хитрому, и вам пойдет выгода. То есть вот выгода тоже, конечно, по этой карте всегда присутствует. Денежный вопрос такой, ну, увеличивается ваше благосостояние, богатство. За неделю, за 9 дней может быть прибавление, да, в финансах, прибавление. И дольше, конечно, может быть, и дольше. Вот как и Солнце я говорила. Не выключились 9 дней, и Солнце выключилось. А может, конечно, и до месяца это все растягиваться. С рыбы вообще медленная карта, она затягивается надолго. То есть начался период такой светлый, денежный, и выплывать из трудностей. Да? Готовьтесь решать свои проблемы. Хорошо, следующий вопрос нашего расклада. Личность недели. То есть, кто вам может повстречаться на неделе, да? Кто вам может повстречаться? То есть, в ближайшие 9 дней кто может повстречаться? Почему говорю то неделя, то 9 дней? Потому что не может карта или Норман не могут делать вот какой-то временной промежуток четкий. Я говорю, вот 7 дней, 9 дней отрубила, да? То есть, это примерно какой-то срок. Сегодня у нас суббота, мы захватываем, значит, воскресенье, и там дальше целую неделю. И, естественно, смотрим весь этот период. Вот и все. Я посчитала 9. Ну вот, примерно так вот, что у вас ждет. Вот личность ближайших дней. Личность ближайших дней какая? Основная личность – это лиса. Ну, вы знаете, лиса – это человек, которого вы встретите в ближайшие дни, хитрый, носит маску, работящий человек, хороший специалист, возможно, женщина или мужчина-обольститель. Никогда такой человек сначала не раскрывает свою личность полностью. Это скорее такой, знаете, ты общаешься, но не знаешь с кем. И вот, может быть, это человек, личность в интернете, кто завел страницу, но скрывает себя, да? Скрывает, кто он на самом деле. А может быть, это встречается вам лично человек, ну, например, на работе. Часто лиса связана именно с работой. Но вы не понимаете этого человека. Вы не знаете, что это за человек изнутри, на самом деле, да? Однако личность вам конкретно так выпала. И не какой-то предмет, а лиса. Лиса – это действительно кто-то. И значит, в ближайшие дни вы встретите человека какого-то, встретите, да, с кем действительно либо познакомитесь, либо вот вокруг человека, носящего маску, будет вот как много событий закручиваться в вашей жизни. Много будете общаться с человеком, которого вы не очень-то понимаете. Но лиса всегда красивый человек, всегда. Кстати, часто резонирует, что это рыжий человек. Неважно, мужчина, женщина, с рыжими волосами может быть. И очень часто резонирует, что это красивый человек. Именно, вот знаете, стильный такой человек. Хорошо умеет одеваться. Если женщина, красивый макияж, могут быть там туфли изящные. Лиса всегда прихорашивается, всегда. Вот вы не пройдете мимо такого человека. Это яркий человек. Так, смотрим дальше. Любовь. Как у вас будут личные отношения складываться в ближайшие 9 дней? Медведь. Прочные личные отношения в ближайшие 9 дней. Очень прочные личные отношения. Когда есть покровитель или человек, который за вас как-то отвечает, или вы отвечаете друг за друга, отношения ответственные, да, и также именно больше серьезные.
Если у вас сейчас нет отношений, медведь показывает, что на вас кто-то будет обращать внимание совершенно точно. Этот человек выше вас по статусу или крупнее вас. То есть это какой-то, знаете, медведь. Это может быть медведь-женщина, медведь-мужчина. Либо это личность с амбициями, с харизмой, либо это крупный человек. Более того, медведь как мужчину, так и женщину может показывать, но это всегда защитник, это всегда сильный в управлении, в политике человек или хороший специалист. Поэтому обращать внимание, если вы вдруг не в отношениях на такого человека. Если вы в отношениях, человек будет проявлять себя очень достойно, может вкладывать в вас какие-то ресурсы, деньги, защищать вас от нападок других людей. Вести себя по-медвежье, тащить вас в берлогу. Так, дальше. Любые другие взаимоотношения человеческие, как будут складываться в ближайшие 9 дней. А вот тут совы. Это больше вечерняя дружба, общение больше в темное время суток, общение с мудрым человеком. Совы не так болтают, как птицы, вы это знаете. Это скорее советчики, именно которые наставляют на истинный путь. У вас, возможно, есть какие-то друзья, возможно, их двое, или подруги двое, с кем вы будете общаться в ближайшие 9 дней. Или вы с кем-то подружитесь, или кто-то из сотрудников по работе может дать совет из родственников. Какие-то основные 2 фигуры, скорее всего. Но в любом случае взаимоотношения, общение, да, общение, разговоры. И все больше по темноте или когда уже стемнело. Так, следующий, значит, работа. Как у вас в ближайшие 9 дней работа складываться будет? Коса. Ну, я бы вот косу ассоциировала по работе с тем, что человек пожинает плоды, урожай собирает, косит деньги, да. Но это когда вы связаны с какой-то подвижной работой или у вас пошли результаты. Если же у вас на работе проблемы, коса их отрежет. То есть, скорее всего, вы начнете с работы уходить. Если у вас к такому не шло, вообще изначально не шло, то коса может показывать, что на работе даже возникнут какие-то конфликты. Поэтому будьте внимательнее, конечно. Коса – карта острая, да, острая. Могут произойти даже вот по ней кардинальные изменения в работе в ближайшие 9 дней. Перестановки с ног на голову, изменение правил, смена кабинета, перевод на другую должность. Дальше, значит, финансы. Финансы в ближайшие 9 дней. Всадник. Ну, получается, на следующей неделе финансы поскачут вперед, пойдут в гору. Может быть увеличение, но не такое кардинальное. Прибыли, да, небольшие прибыли, особенно если шевелишься, много делаешь. Без действий всадник деньги не получает. И также он не получает крупных сумм. Может быть некий прорыв или поездка по финансовым делам. Но сказать, что это какие-то кардинально огромные суммы, нет. Но и убавления не будет, и краха не будет. А вот именно что-то вот как продвижение вперед в финансовом смысле. И какое-то здоровое улучшение с помощью ваших действий. Без действий нет, ничего не будет. Значит, деловые вопросы как решаться будут в ближайшие 9 дней. Собака. Будут хорошо решаться с помощью дружеских связей или с помощью людей, которые хорошо к вам относятся. Любые деловые вопросы, споры по этой карте решаются очень мирно, полюбовно. Люди идут навстречу по этой карте, обязательно идут навстречу. Поэтому, в принципе, в этом плане все хорошо. Так, следующее, значит, какое благополучие ближайших 9 дней? Благополучие для вас – это письмо.
Придет важное сообщение, новость, письмо, документ, которые будут нести для вас благо, да, будут нести для вас что-то вот кардинально лучшее, улучшение в жизни, в личной жизни. Новость о том, что, допустим, вас любят, признание в любви. Или, если это деловых вопросов касается, любые документы, которых вы ждали, придут. И это вас очень сильно обрадует. Тут именно письмо в ближайшие 9 дней, ну, просто на следующей неделе, да, несет благополучие. Несет благополучие. Именно новость, письмо, документ, сообщение. Хорошо. И последняя, значит, карта, последняя в раскладе. Здоровье. Какое у вас будет здоровье в ближайшие 9 дней? Еще раз повторю, что когда 9 дней кончатся, здоровье не закончится. Нет. Здоровье. Корабль. Корабль показывает выплыть из трудностей, улучшение здоровья, самочувствия. И также это иногда необходимость сделать какие-то там процедуры, как спа-процедуры, бассейн, отдых, санаторий, может быть, просто выспаться, что-то плавно себя вести, больше как-то релаксировать. И, в принципе, здоровье тогда будет все лучше, лучше, лучше. То есть быть спокойней. Вообще карта может показывать, вылечите нервы. Чем быстрее вы их вылечите, тем лучше будет ваше здоровье в ближайшие 9 дней. Вот. Связано все с тем, чтобы наладить внутренний мир и с тем, чтобы успокоить свои нервишки. Вообще и с отдыхом, да, то есть и с отдыхом у воды, со всеми бассейнами, с джакузи, бани, все, что вам вот это нравится, если да, то обязательно сходите, потому что это действительно даст позитивный результат в вашей жизни. Ну, вот такой ответ по первой позиции дали карты. Смотрите на любимого человека, тоже расклад, и на свой знак зодиака, и на знак зодиака любимого человека. А мы идем дальше. Потеряла она свое оружие. Видите, какая дама. Не из Амстердама. Она из другой степи. Кто знает, из какой, обязательно пишите. Может быть, напишите в комментариях, как зовут ее. Кто смотрел фильм? Это интересно, кто смотрел фильм? Да? Кто его смотрел? Вот рассказывайте. Идем дальше. И обратно карты убираю в колоду. И теперь у нас вторая позиция. Что там вас ждет, да? В ближайшие 9 дней, ну или попросту говоря, на будущей неделе. Суббота, воскресенье и 7 дней, да? Но вы можете вообще в любой период смотреть на 9 дней, просто прогноз. Итак, первая карта, в каком вы аркане. Клевер. Вы сейчас на волне удачи, вы просты, вы дружелюбны. У вас в жизни наступает светлый период, белая полоса. Вам, возможно, в чем-то на днях крупно повезет или уже повезло. Клевер также показывает встретить человека, который тебе во всем мил, да, то есть тебе просто с ним общаться и дружить или любить. И вот знаете, как знак такой, ты нашла или нашел 4-листный клевер, тебе будет большое счастье и золото лепреконов, да. То есть, ну вот такая карта, очень-очень светлая на сегодняшний день у вас жизнь. Или вы просто очень такой добрый, отзывчивый, приятный человек, с которым всем нравится общаться и которого все просто вот, ну, любят, да, любят. Поэтому мое мнение здесь, что в вашей жизни сейчас, если идет улучшение, радуйтесь и просто вот не додумывайте ничего, не ковыряйтесь, да, а радуйтесь. Ваша жизнь проста, и все решения по проблемам самые простые.
Не надо там, как говорится, гениальное, все гениальное просто, да, не надо ничего выдумывать, додумывать, передумывать. Идем дальше. Что вас ждет в ближайшие 9 дней? Краткая характеристика ближайшего периода. Змея. Красивая, да, карта здесь змея. Ну, вы знаете, эта карта, она показывает, что в этом периоде будет все равно какой-то как подвох. Понимаете, ну, есть в этой карте такое, что, возможно, у вас есть, например, недоброжелательница какая-нибудь. Или недоброжелатель. Человек будет стараться что-то сделать. Ну, вот как мне хейтеры, да, пишут на канале, там, всякие гадости. Я там пытаюсь с ними справляться. Вот тут то же самое. Может, на работе там, да, что-то за вас не то словечко замолвят. Также змея может показывать, что человек занят в какой-то определенной индустрии, работе. Ну, то есть там медицина, косметология, наведение красоты, химическая промышленность, фармакология, фармацевтика. Ну, что еще? Может какая-то женщина занимать центральное место в вашей жизни в этом периоде. Мол, все крутится вокруг этой женщины. И также интрига какая-то может создаваться. Ну, например, с кем-то любовные отношения такие закрученные, как она вот обвелась вокруг ствола дерева. Также у вас какие-то отношения в этот период могут быть закрученные. Вот вы сейчас в простом периоде живете, а в будущем, в ближайшие дни, он у вас такой будет закрученный период, да? Когда есть какая-то интрига такая. Ты не знаешь, что с этим делать, да? Хоть стой, хоть падай. Вот. И, конечно, змея карта сложноватая. То есть период может быть полон разных неожиданностей. Но еще может чуть-чуть беспокоить здоровье, если честно, по этой карте. Давайте смотреть общую характеристику периода 9 дней. Всадник. Вот я говорю, как подвижное такое все. Много дел, суеты, нужно вот прям впереди планеты всей все успеть, вот как будто бы. Вот знаете, такой период действительно много хлопот, забот, дороги, может, какие-то, куда-то ехать, что-то делать, все успеть, всем все рассказать, доставить, я не знаю, передать, оформить какие-нибудь документы, бежать туда, бежать сюда, понимаете? Но не вижу ничего отрицательного во всаднике. То есть краткая характеристика у нас была такая себе, да? А уже более общая характеристика, общее описание 9 дней. Ну, всадник, он положительный, конечно. Могут вам, опять же, вот я говорила, как закручивается любовь какая-то, да? В любви признаваться резко, неожиданно приезжать гости, люди проситься могут к вам в гости, звать вас к себе. То есть, может быть, вы пойдете куда-то, да, или к вам кто-то приедет. Ну, дорогу тоже, да, всадник означает, что может в ближайшие 9 дней быть дорога. Хорошо. Значит, личность недели. Кто вам может повстречаться, да, в ближайшие там 7-9 дней? Личность этого периода. Сад. Либо иностранец, либо совершенно незнакомый человек. Возможно, связан с работой. Вы знаете, личность этого периода для вас загадка. На самом деле загадка, потому что тот, кого вы встретите, вы ничего о нем не знаете. Вам нужно его узнать, но вы его еще и не понимаете. И придется решить вопросы с этим человеком. Более того, сад означает, ну как, светский раут, вечеринка, корпоратив, люди там, ну вот какие-то деловые встречи, люди там собираются, да, собрания какие-нибудь, вот как мне на родительское собрание надо, и там будет идти,
И потом, значит, что еще? Контрольные какие-нибудь там детей встречать, с контрольных, с экзаменов, государственных, что-нибудь вот такое. Потом какие-нибудь политические штуки. Вы председатель профсоюза, вам нужно идти в администрацию. Там встречаете незнакомого человека. Вокруг него вертятся события, да? Вот любое такое может быть. То есть сад — это человек, скорее всего, по работе, по учебе, или и незнакомый, или иностранец. Теперь любовь. Как у вас будут любовные отношения, любовь складываться, да, в ближайшие 9 дней. Медведь. Хорошая карта. Показывает сильные отношения и покровительство. Говорит о том, что о вас по-любому позаботятся, вас будут защищать, да, то есть человек рядом с вами и защищает вас, оказывает вам поддержку, мощный человек, сильный человек, крупный человек, крупнее вас, или человек, знаете, еще с характером, то есть может быть хоть и худой, но с такой вот, с амбициями, с харизмой, с характером, сильные лидерские качества, умеет управлять, может быть занят в руководстве, в политике, хорошим специалистом быть. Если вы сейчас не в отношениях, на вас кто-то такой в ближайшие 9 дней обратит внимание. Будьте внимательны к окружающему пространству. Вы можете кому-то такому человеку понравиться, да, понравиться именно. Карта медведь неплохая, она всегда ведет к серьезным отношениям, к тому, чтобы в отношениях был крепкий союз, чтобы было все отлично. Как мужчина-медведь, так и женщина-медведь надежный. Именно надежный и готов вкладывать как энергию, так и деньги в отношения. Поэтому здесь вам выпала прям замечательная карта. Просто взаимоотношения в ближайшие 9 дней какие? С людьми, да? Развилка. Ты пытаешься выбрать, с кем тебе общаться. Ты пытаешься выбрать, как тебе общаться. Пойти в те гости или в другие гости. Куда лучше? Позвать тех или других людей, или всех вместе. Много вопросов у вас будет к себе по поводу личных взаимоотношений с людьми в ближайшие 9 дней. То есть, когда ты общаешься с друзьями, с родственниками, постоянно какие-то идут сомнения, и, может быть, даже подозрительность. Выбор стратегии, но ты пока запутался. Ты не знаешь, как выбирать стратегию с этими людьми. С кем, как лучше общаться, не знаешь. Да, путаница идет. И придется принять какое-то решение. Кстати, тут еще дама бубен. Возможно, будет фигурировать очень важная женщина в взаимоотношениях именно с друзьями, родственниками, да? Или коллегами по работе. Поэтому обратите внимание на молодую или на светлую просто женщину, даму бубен. Работа. Что с работой в ближайшие 9 дней? Рыбы. Рыбы говорит, что удастся продуктивно поработать, хорошо заработать, занять какое-то высшее положение. Если вы не работаете, вы даже можете устроиться на работу. Или вам предложат хорошее место, возможно, предложит мужчина. Если вы работаете, да, вы можете по работе быть связаны с каким-то мужчиной, либо постоянно выполнять мужские функции, проявлять лидерство, стараться делать. Но рыбы — это выплыть из всех финансовых трудностей и заработать как можно больше денег. Да? Рыба — это богатая карта. Поэтому для работы у вас прям хорошие перспективы занятия лидирующей позиции. Ну, кстати, еще победа над конкурентами очень хитрым способом, да. Финансы. Книга, причем закрытая. Карта показала, что есть много скрытых факторов, влияющих на ваши финансы. Она не отрицает появление денег. Она может означать сдачу отчетов по деньгам, сбор чеков, выписку расходов, доходов, ведение бухучета, бухгалтерская книга, да. И готовимся к налоговым отчетам, декларациям, каким-нибудь еще статистическим отчетам. Ну, она говорит о том, что перспектива заработать есть, но вы ее еще не до конца рассмотрели. То есть их больше, этих перспектив, но вы должны увидеть. То есть еще что-то скрытое,
факторы, которые могут улучшить ваш доход. Ройте, ищите, да, эти факторы. Так, деловые вопросы как будут решаться в ближайшие 9 дней? Крысы. Только с помощью коллектива. И нужно обязательно следить за конкурентами и врагами. Вообще, если вы со всеми будете дружить и быть одной командой, то деловые вопросы будут решаться быстрее. Если вы будете заноситься, если вы будете отделяться от коллектива, вести себя именно как будто вы кто-то другой, отдельный, не тот, крысы вас все равно выживут. Поэтому будьте аккуратнее. Благополучие недели давайте посмотрим. Ну или ближайших 9 дней. Якорь. Стабильное благополучие. Всплесков вот прям каких-то вау нет, но и в минус не идет. То есть карта всегда говорит о том, что в жизни все хорошо, прекрасно, человек счастлив. И это так просто не изменить, не сдвинуть, да, даже какими-то мелкими там недочетами. А у всех бывают мелкие недочеты. Вот, поэтому просто знайте, что благополучие ближайших 9 дней остается с вами. Даже если вы в деловых вопросах сталкиваетесь с крысами, да. И здоровье смотрим, какое у вас будет звезды. Ну, неплохое здоровье. Есть надежда на его улучшение. Что-то дает надежду. Может быть, хорошая новость по здоровью. Звезды, карта в плане здоровья. В принципе, не сказать, что плохая. В принципе, не сказать. Она может еще, знаете, что вызывать? Слишком сильную мечтательность у человека, эйфорию, да, и он не обращает, мол, внимания вообще особо-то на здоровье-то, на свое. Но он может не обращать внимания. Вообще, когда что-то плохо, трудно не обратить внимания, согласитесь, трудно. Вот, поэтому звезды в этом плане, конечно, ну, неплохо. То, что значит ничего не беспокоит, раз не обращаешь внимания особо, больше на работу там смотришь, да. И даже как-то вот вы не на личные отношения будете смотреть, а только вот на работу, на денежки, может, на вот это вот странное знакомство по саду. Но явно не на здоровье обращайте это внимание, да. Явно не на здоровье. Мне кажется, что, может, вы надеялись на то, что вы улучшите свое здоровье или выздоровеете. Мечтали бы как об этом. И тогда карта говорит, да, у вас эта мечта обязательно сбудется. Ну, вот такой ответ в ближайшие 9 дней дали карты Ленорман в гадании онлайн. А мы идем дальше. Вот не забудьте смотреть и для любимого человека позицию, и свой знак зодиака, и его знак зодиака не пропустите. Убираю карты обратно в колоду. Третья позиция. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь. Женщина. Аркан для мужчины роковой, да? Он сильно влюблен и думает только о ней. И ничего не хочет перед собой другого, ничего видеть, а только ее, да. Если же говорить о женщине, она сейчас цветет, расцветает в плане как женской энергии, да, и ухаживать за собой, покупать себе может что-то. Вот я в последнее время, у меня что-то щелкнуло. Я себе столько всего купила, что я сейчас не знаю, куда это все девать, где раскладывать в квартире. Вот, поэтому, ну, оно бывает раз, вот как говорят, раз в год и палка стреляет. То же самое. Раз женщина начала себе там всего-всего напокупала. Такого там, как для красоты, для ухода, косметику, сумки какие-нибудь люди покупают. Там одежду. Ну, что-то вам такое, как хочется вот сейчас в жизни улучшать себя, украшать, может, фитнесом заниматься, любимой быть. Вот еще, знаете, такое гормональное. Я хочу быть любимой.
Ну, вот такая вот вся, вот прям она не сконцентрирована, скорее всего, на деловых вопросах, а больше мечтает. Или хочется заботиться о семье, о доме, что-то обустроить. Ну, такая женщина. Если вы себя здесь видите, что мужчина, который сильно влюблен, может быть, да, мечтает о женщине об этой. Что женщина, которая вся пропитана женской энергией, вот это значит ваша третья позиция, да. Хорошо, давайте смотреть, значит, характеристику ближайших 9 дней для вас. Что же там у нас будет, да, на следующей-то недельке? Что же там будет? Сначала краткая характеристика этого периода смотрим. Краткая характеристика. Мужчина. Ну, а кто еще для женщины должен быть? Мужчина тут должен быть для женщины. Энергия ближайших 9 дней не женская уже, а мужская. Могут события заворачиваться вокруг какого-то мужчины. Если вы мужчина, вам нужно будет выполнять ваши мужские функции, проявлять лидерские качества, делать какие-то активные дела. Ну, а если вы женщина, ну, какой-то мужчина точно будет присутствовать в вашей жизни и делать все для вас, или, может быть, ну, как-то вот много будете общаться в эти 9 дней, решать много вопросов или ходить на свидания. Сейчас будем смотреть дальше, да. Вообще мужчина — это карта благосостояния, стабильной жизни, работы. То есть она много чего значит такого вот светлого, да. Но это какой-то вот благородный период, все-таки честный период. Так, теперь смотрим общее описание ближайших 9 дней. Какое? Сад. Ну, много будете общаться с незнакомыми, возможно, еще и людьми, решать деловые вопросы. Вот видите, почему мужчина? У женщины теперь мужская энергетика, да? Ей нужно решить много деловых вопросов, вопросов по работе. Иногда по саду человек идет на собеседование или на корпоратив, тоже может, или на какие-то конференции едет. Но в саду действительно часто встречается разношерстная незнакомая публика. Более того, сад — это карта, показывающая успех. Поэтому, в принципе, общее описание ближайших 7-9 дней — это успех. И, ну, работа, прогулки вот по каким-то прекрасным местам, опять же, могут быть в саду, да. То есть это может быть красивое место, где вы там появились почему-то, да, вас туда позвали, пригласили. Посетили мероприятие, где красиво, да, где эстетично, приятно. Хорошо, смотрим дальше, значит. Личность недели или 9 дней. Ну, кто вам на следующей неделе может повстречаться? Давайте посмотрим. Кто вам может повстречаться? Ребенок вам может повстречаться. Вот это главный персонаж периода. То есть это человек, с которым вам придется много общаться. Это ребенок. И также вы можете познакомиться с каким-то ребенком. Ну, например, женщина встречается с мужчиной. У мужчины есть, например, дочь. Дочь, допустим, не очень большая. И вы можете познакомиться с этой дочерью. Это я просто пример привела. Также можете получить известие о ребенке. Кто-то родил, кто-то забеременел. И все говорят об этом ребенке, говорят, что-то планируют, имя выбирают, покупают вещи. Вот такое. То есть обратите внимание на карту ребенок. Ребенок — это может быть совершенно новый человек в вашей жизни. До этого вы никогда не видели. Никогда. Так, что у вас будет с любовью в ближайшие 9 дней? В любовных отношениях. Кольцо. Хорошая карта. С любовными отношениями у вас будет все очень хорошо в ближайшие 9 дней. На следующей неделе вы можете даже получить предложение. Либо совместно проживать, либо сходить на свидание. У кого ведь какая стадия этих отношений, да? Предложение о знакомстве. Например, напишут в интернете, да? Там где-нибудь «давай познакомимся». Может, вам стоит обратить внимание на это, если вы одинокий человек.
Потом, значит, кольцо для людей в паре, конечно, означает улучшение отношений. Отношения развиваются до серьезных, одевают кольцо, заключают брак. Вот, поэтому может все идти к свадьбе или, допустим, к укреплению семейных отношений. Мол, мы же с тобой одели когда-то кольцо, значит, мы друг с другом должны быть, уважать друг друга. То есть кольцо – это карта очень хорошая для любви, очень хорошая, конечно. Она укрепляет чувства, укрепляет отношения и их продлевает на долгие годы. Так, карта взаимоотношений, ну, то есть просто общечеловеческих, друзья, там, родственники, коллеги по работе. Открытая книга. Вы узнаете об этих людях, о ком-то из них важную тайну. Раскроется информация. И, соответственно, вы чей-то секрет можете выведать, да, в ближайшие 9 дней. На следующей неделе вам могут рассказать секрет о ваших людях, которые вас все это время окружали. Вы будете с широко открытыми глазами смотреть на них и говорить: ничего себе, вот удивление, да? Ничего себе, что я узнаю про вас, дорогие мои окружающие, друзья, там, родственники, коллеги. То есть, в принципе, карта для общения неплохая. Она говорит о том, что взаимоотношения улучшаются, укрепляются, люди делятся секретами, да. И также могут быть какие-то бумажные отношения. Обратите внимание, если с вами кто-то что-то заключает, какие-то сделки, будьте внимательны. Работа. Как у вас с работой будет в ближайшие 9 дней? Метла. Во-первых, на работе может быть уборка. То есть все приберите, уберите, разложите по полочкам, вынесите коробки, сдайте в архив, многие дела там, да, сдают и так далее. Перестановка, ремонт, что угодно. Но также карта может вызвать скандал. Ну, то есть сигнификатор, да, того, что на работе может получиться даже массовая ссора, все переругались. И карта может говорить, что кого-то могут наказать, плеть, да, отхлестать плеткой, вот это ассоциируется. Значит, на работе могут кого-то наказать. Будьте очень осторожны. Так, что у вас будет с деньгами? Финансы в ближайшие 9 дней. Рыбы. Хорошие деньги, богатство, процветание, выплыть из финансовых проблем, трудностей. Финансовые трудности может решать какой-то бубновый король, мужчина, деловой мужчина, бизнесмен или ну, просто богатый человек, либо надежный мужчина. Король бубен – это предприниматель по жизни. Вот. И рыбы, вообще карта такая, она всегда показывает, что хитростью можно добиться улучшения финансов, повышения по карьере, там, да, и никакой конфликт на работе может пойти вам очень на руку. Кого-то наказали, отхлестали плеткой, а вам дали его премию. Ну, это, например. То есть рыбы карта вот такая, вы кого-то обвели, да, обошли кого-то, обплыли. Дальше, значит, деловые вопросы. Корабль. Ну, тоже неплохая карта, между прочим. Показывает решение многих проблем в деловых вопросах. Вообще решение деловых вопросов. Именно как будто бы выплыть из этих деловых вопросов и не возвращаться, да, то есть постараться увильнуть от этого. У вас с водой все связано, заметьте. В работе, в финансах с водой как-то. И вот как бы получается, деловые вопросы решаются 100% в ближайшие 9 дней, хорошо решаются, но как-то плавно, вот как-то медленно. И без резких движений вы должны их решать. Может быть, решается с помощью дороги какой-то или человека, который находится на расстоянии. Тоже вариант. Благополучие недели. Какое будет благополучие недели? Ключ. Очень счастливая карта. Она показывает, что вас ждет вот действительно большое счастье в ближайшие 7-9 дней. То есть на следующей неделе вы подберете ключ к благополучию. Карта всегда показывает успех, удачу, процветание, богатство, решение
какой-то основной главной трудности. Нахождение идей фикс, или как сказать, может быть, какой-то главной креативной идеи, осуществления, начала, да, то есть вот ты открываешь дверь, ты ступаешь на новый путь, на новую дорогу. Конечно, ключ как талисман эту карту используют, и вообще сам по себе ключ используют как талисман, особенно если хотят решить какой-то конкретный вопрос. Так, и, значит, здоровье в ближайшие 7-9 дней какое? Всадник. Хорошее здоровье, вы будете как лошадь, и работать, и гонять, и вообще скорость набирать. Может быть, будете фитнесом там, или спортом еще плюсом заниматься. Поэтому ни о каком плохом здоровье всадник никогда не говорит. Он говорит, что человек даже и не обращает внимания на свое здоровье, скачет по жизни, да, и делает все порывисто, отрывисто в плане именно здоровья. То есть человек может заниматься спортом, но у него нет такого, чтобы он прям очень сильно соблюдал диету, да. Он может, наоборот, вот много раз шевелится, и есть больше, а у него все сгорает, не в коня овес. То есть вот такой всадник, он часто может быть довольно худой, потому что много делает. Руками, ногами шевелится, да. И сколько бы он ни съел, вот я говорю, прям оно и не в жир, а просто вот в расход идет, как в печке, знаете, сгорает. То есть он такой с жаром. Всадник — это карта жар, да, такая. То есть она показывает, что вы сжигаете много там калорий, энергии, и у вас это аккумулируется в еще большую энергию. Много можете соображать, думать, тратить туда тоже, да, свои калории. Но в любом случае здоровье всегда хорошее, здоровье хорошее. Так, не забывайте смотреть позицию и для любимого человека, и для вас обоих знаки зодиака. Не забывайте смотреть. А мы идем дальше. К знакам зодиака. Карта ближайших 9 дней. Да? Что вас ждет? И начну я, как всегда, с Овна. Так, дорогие Овны, карта ближайших 9 дней. Ну, примерно ближайшей недели. Карта 9 дней. Гадание на Ленорман. Живые легенды. Лилии. Замечательная карта. На самом деле, дорогие Овны. В ближайшие 9 дней будет прекрасный период. Особенно успех в делах, в решении деловых вопросов, финансовых вопросов. Можете получить покровительство от высокопоставленного лица. Соответственно, я считаю, что это благополучная карта. Но также эта карта смотрит в прошлое очень часто, и она показывает, что может какой-то человек из прошлого вас просто даже беспокоить. Да? Вообще ближайшие 9 дней будут очень, такие высокие вибрации, я это называю, потому что эта карта, она такая воспитанная, она такая вот одухотворенная даже в некотором смысле. Поэтому может расти ваш общий уровень, дорогие Овны. Вы можете проводить время в каком-то приятном обществе или высшем обществе, да? Или на каких-то, не знаю, семинарах. Можете поучаствовать в семинарах по духовному развитию, например, в ближайшие 9 дней. Конечно, также это карта чистоты, поэтому можно в ближайшие 9 дней там навести порядок в своих делах, в папках, в шкафах, например. И еще сама по себе она говорит о покровительстве, о том, что высшие силы вас защищают, или какой-то человек в ближайшие 9 дней. И, естественно, вот идет продвижение в работе, по службе, повышение, там, не знаю, доходов, заработной платы. То есть вот в этом плане все отлично. Отношения, кстати, тоже спокойные, хорошие по этой карте, серьезные. Ну, вот такой ответ на 9 дней Овна. Тельцы, что вас ждет в ближайшие 9 дней? Сердце. Вы знаете, сердце — это такая карта, которая показывает отношения,
очень запоминающиеся. Если такие отношения возникают в жизни, неважно, чем они закончились, зато вы никогда не сможете забыть об этих отношениях. Они всегда будут жить в вашей голове, дорогие тельцы. Также я считаю, что карта сердца – это поступать по сердцу. В ближайшие 9 дней вы будете слушать свое сердце и свою интуицию. 9 дней будут очень положительными, светлыми, легкими и романтичными. Карта может показывать, что вам будет всячески помогать, поддерживать как высшие силы, так и люди. И может происходить с вами какой-то счастливый случай. То есть вам может буквально повести в совершенно неожиданном вопросе, дорогие тельцы. Карта может означать, что в ближайшие 9 дней будут неожиданные приятные известия или какой-то сюрприз. И этот сюрприз будет очень волновать длительное время. Вы будете вспоминать об этом сюрпризе. Много ярких эмоций. Они могут быть как положительные, так и отрицательные. Заниматься вы будете только любимыми делами. Ну и, конечно, больше всего посвящать время личной жизни. Вот такой ответ тельцам. Убираю карту обратно. И близнецы. Что вас ждет в ближайшие 9 дней? Ключ. Счастливая карта, дорогие близнецы. Радуйтесь. В ближайшие 9 дней вам крупно повезет. Либо вы найдете ключ к решению какой-то основной проблемы, и она разрешится наивысшим, наилучшим образом. Либо вы найдете ключ, допустим, от чего-то сердца, или вы найдете ключ от какой-то двери, которая всегда была заперта. То есть это дверь ваших возможностей. Вообще, сам по себе ключ – это настоящий талисман удачи, поэтому все 9 дней вам будет сопутствовать удача и счастье, дорогие близнецы. Что-то полезное вы для себя извлечете из этого периода. Также на следующей неделе может быть найдено какое-то правильное решение, даже вот, допустим, для рабочей обстановки, да, как вот подсказываете даже руководителю что-то. И еще эта карта говорит, что нашли выход, да, то есть даже из создавшейся ситуации в семье, например. То есть не обязательно это ваша даже личная ситуация. Вы можете кому-то помочь найти выход из вообще какой-то жизненной ситуации, кто вам важен, например, дорогие близнецы. Может по ключу быть удача в новом деле. Если вы будете в ближайшие 9 дней там какое-то дело начинать, знайте, оно будет, скорее всего, счастливое. Снабжайте его этим талисманом. Еще есть такой момент, что по ключу отношения могут переходить на качественно другой уровень. То есть сильно меняться в лучшую сторону. Появляется доверие, появляется открытость. Да? Подобрали ключ к сердцу этого человека. Ну вот такой ответ дали карты близнецам. А мы идем к знаку зодиака Рак. Дорогие раки, что вас ждет в ближайшие 9 дней? Давайте узнаем. Вышла карта Клевер. Это очень счастливая карта. Вот у близнецов был ключ, карта талисман колоды, а клевер тоже карта талисман удачи колода. 4-листный клевер. Вы его нашли, дорогие раки, и он решит многие трудности в вашей жизни, этот клевер. Вы знаете, решается, причем очень-очень просто какая-то ваша проблема. Вы даже не думали, что решение такое простое на самом деле. Вообще клевер – это счастливая карта во всех вопросах, что здоровье, что личная жизнь, что работа. Удачные 9 дней. Действуйте быстро, не раздумывайте, дорогие раки. Может пролететь этот период незаметно. Вы даже не поймете, как эти 9 дней пролетели. Легкие 9 дней, приятные, да? Конечно же, счастливые. Может быть много радости, приятных неожиданностей и исполнение желаний, да.
Карта означает конец черной полосы, начало белой. Вы поверите в ваше светлое будущее, дорогие раки. И также карта может показывать, допустим, выгодный договор, развитие какого-то дела, но нужно прилагать все же усилия, конечно. Успех может быть в бизнесе, связанном с растениями, цветами. И еще в любви это, ну, вы знаете, как парные отношения, но если вы сейчас одиноки, то кто-то как будто бы вами заинтересовался, дорогие раки, или заинтересуется как раз-таки в ближайшие 9 дней и позовет на свидание. Ну, вот такой ответ дали карты ракам. Убираю карту обратно в колоду. Львы. Дорогие львы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 9 дней. Вас ждет Луна. Вы знаете, Луна – это такой период, когда вы не должны доверять сослепу. То есть, если появляется человек, который пускает вам пыль в глаза, ну сначала присмотритесь уж, пожалуйста, дорогие львы. Не надо кидаться сразу же там в любые отношения, особенно деловые. Как говорится, доверяй, но проверяй. Луна, она, знаете, еще как показывает, да? Что может что-то много мистического происходить. Ночное общение, разговоры в темноте, да, или там темной ночью переписки, свидания под луной. Вот. Потом что еще может быть, дорогие львы? Семейное тепло, покой, уют, то есть стабильность какая-то и закрытость от других людей в ближайшие 9 дней. То есть, мол, скрылись от всех глаз посторонних, проводим время с семьей, да. Также Луна часто показывает время, проведенное с детишками, поход в гости к родственникам, к самым близким людям. Еще в ближайшие 9 дней нужно воспринимать знаки, которые посылает вам Вселенная, посылает вам ваш ангел-хранитель, и считывать их. Доверять именно своей интуиции и 10 раз проверить. Вы знаете, вот не логикой надо, а чувством. Особенно вот чувством, особенно именно с работой. Не стоит проводить каких-то кардинальных перемен в работе в ближайшие 9 дней, а подождать, да. В отношениях это домашний очаг, это покой, это семья. Нет какого-то такого коллапса там или сбоя в личных отношениях по Луне. Но и может быть любовная эйфория, конечно. Ну, то есть, когда вы еще не в отношениях, на самом деле, дорогие львы, то в ближайшие 9 дней можете кем-то очень заинтересоваться, очароваться и думать бесконечно об этом человеке. Вот. Ну, здоровье, ну, как больше от перепадов погоды, да, зависит. Или от гормонов. То есть, то настроение хорошее. Ну, вот знаете, как гормональные скачки. Сейчас я веселюсь, уже через полчаса плачу. Вот такое по Луне может быть. Ну, вот такой ответ дали карты львам. Девы. Что вас ждет в ближайшие 9 дней? Давайте посмотрим, дорогие девы. Аисты. Хорошая карта, семейная. Устраивайте свое гнездо, да. Можете переезжать куда-то, можете куда-то летать в ближайшие 9 дней, ездить. Дорогу часто аисты показывают. Парная карта, можете устраивать свою личную жизнь, отношения. Отношения становятся теплее, лучше. Люди верны друг другу, люди друг в друге растворяются. Если вы еще не знакомы со второй половинкой, аиста может показывать, что вами кто-то уже заинтересован, да, и это для серьезных отношений, дорогие девы. Вообще карта теплая, она говорит о доброте душевной, о том, что к вам будут люди хорошо относиться, и вы будете относиться хорошо к ним. Ну и обустройство вот это, да, то на работе ты там что-то все переставляешь, что-то все прибираешь, делаешь, то дома. Вообще девы педанты большинство, и вот это вот постоянное
как сказать, перебирание веточек в гнезде. Это для них. Вот по-настоящему аист — это ваша карта в этом плане. Вот. И, конечно, эта карта, она говорит о труде, да, о том, что человек может очень много трудиться в ближайшие 9 дней. Но это всегда результат. То есть эта карта, она показывает денежное прибавление. Однако куда пойдут деньги? На близких, скорее всего. То есть вот такая вот карта. Однако карта аисты считается счастливой. Вам может крупно повезти в ближайшие 9 дней. Или может устаканиться то, что давно никак не могло устаканиться. Светлый период, начало белой полосы в жизни. Исцеление. Возможно, исцеление даже по здоровью. Ну, такой ответ для дев. Весы. Дорогие весы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 9 дней. Солнце. Замечательная карта. Во всем удача, успех. Вы знаете, дорогие весы, в ближайшие 9 дней начнется светлый период и белая полоса вашей жизни, потому что солнце озарило все вокруг. Вы знаете, эта карта, она такая вот прям приятная. Она говорит о том, что будет просвет, да, вот в любом вопросе. Она такая, знаете, она заявляет вам, что даже если вы не верите в свою удачу, она обязательно наступит. Это одна из самых благоприятных карт. Конечно же, богатство, прибавление в финансах идет по этой карте. Поэтому в ближайшие 9 дней, знаете, ваши желания исполнятся, вы станете более богаты, дорогие весы. Можете получать очень хорошие подарки. Конечно, в плане отношений это гармония, это безмятежность, это искренность, это преодоление любого кризиса, верность, да. Но если вдруг вы одинокие весы, вы можете обратить внимание вокруг себя, повертеться, покрутиться, потому что кто-то вас любит. То есть солнце говорит о том, что уже кто-то вас любит, прям восхищается вами. Ну и если говорить в рабочих вопросах, работа будет приносить только радость, дорогие весы, в ближайшие 9 дней. Хороший коллектив, да. И, ну, конечно, в плане здоровья улучшение. В плане здоровья вообще может быть чудесное выздоровление по этой карте. Вот носите талисман в виде солнца, и все будет у вас хорошо. А мы идем дальше. Скорпионы. Что вас ждет, скорпионы, в ближайшие 9 дней? Ух ты, медведь. Медведь. Это хорошая такая карта, основательная. Во-первых, вы будете под защитой высших сил. А во-вторых, под защитой вашего покровителя или какого-то вот прям мощного такого человека, который больше вас даже размером. И, естественно, это, ну, радость, что кто-то вот защищает тебя, заботится о тебе, будет с тобой, да. Мне нравится медведь в этом плане. Он властный, он мощный. С ним лучше не спорить, не ссориться, а наоборот заручиться его поддержкой. Решать будет ваши, возможно, какие-то вопросы, дорогие скорпионы, проблемы, трудности. Выведет вас из трудностей медведь в ближайшие 9 дней. Вам дастся много силы на этот период, энергии. И также это хороший период, чтобы начинать любые дела, идти, допустим, там, в работу или что-то в работе улучшать. Общайтесь с деловым миром и с высокопоставленными лицами. Дорогие скорпионы, это принесет вам большую удачу в плане вот продвижения. Также энергии очень мощные, поэтому постарайтесь этой энергией правильно управлять, не впадайте в гнев. И еще момент, да, что вы можете приобретать власть, дорогие скорпионы, власть над кем-то или над какой-то ситуацией. Для карьеры всегда карьерный рост, всегда. То есть в ближайшие 9 дней может быть карьерный рост или хотя бы подвижки к этому. И в отношениях, конечно, это забота, опека, это очень крепкий союз. Если вы еще одинокие скорпионы, то кто-то настолько влипнет там, да, ну, ваше поле, да, настолько к вам прилипнет кто-то, кто будет вот прям уже ревновать и закатывать, может, даже по этому поводу какие-то скандалы, потому что медведь, он собственник.
И кто-то может посчитать вас, вот вы это не любите, да, своей вот этой собственностью, и вот на этом фоне может даже возникать некий конфликт. Если вы любите кого-то, кто еще не знаете, любит ли вас, то вы можете ревновать и держите себя в руках, конечно. Ну, а здоровье – это крепкое здоровье, хорошее самочувствие. Если вы больны, улучшение здоровья, конечно. Мол, кто тебя медведя срубит, что с тобой будет, да? Ты лучше на тебе, чем на любой собаке заживает. Ну, знаете, мощь такая сила. Как ни крути, с тобой ничего не случится, да? Вот что-то такое. Хорошо, идем дальше. Стрельцы. Дорогие стрельцы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 9 дней. Мужчина, вас ждет мужчина, дворянин. Ну, смотрите, карта хорошая, она всегда означает богатство, благосостояние, дорогие стрельцы, не только мужчину она означает. Вот, но в любом случае, да, с каким-то мужчиной придется пообщаться. Вокруг него все вертится и крутится и так далее. То есть это человек важный для этого периода, для 9 дней вашей жизни. Может, вы познакомитесь с каким-то мужчиной в ближайшие 9 дней. Не факт, конечно, но такое тоже может быть. Проявите внимание к мужчинам, к мужской энергии. И проявляйте мужскую энергию. То есть лидерство, напористость, решительность, дорогие стрельцы. Мужество проявите. Ведите себя как мужчина, если вы мужчины. А женщины должны ставить мужчину важнее себя в любых вопросах. Вот. Ну и вообще это активный период будет. То есть в ближайшие 9 дней это прям активность. Нужно много сделать. В работе проявите ответственность, дорогие стрельцы. Придется ее проявить, если учитесь в учебе. Также, значит, может быть, пообщайтесь с начальством, что будет очень важным разговором каким-то. Ну и в любви, конечно, кто-то проявит к вам ответственность. А если вы не в паре, то мужчина будет всегда показывать, что может встретиться человек, доминирующий над вами. Ну, здоровье показывает хорошее всегда, эта карта. Ну, вот такой ответ дали карты Стрельца. Мы идем дальше. Козероги. Что вас ждет в ближайшие 9 дней. Итак. Луна. Итак, я уже рассказывала кому-то Луну, но я повторюсь, дорогие козероги. В ближайшие 9 дней старайтесь внимательно следить за тем, с кем вы о чем договариваетесь, читать весь мелкий шрифт, потому что нужно доверять своей интуиции, проверять за всеми все. Бояться нужно нечестности, обмана. Да? Не доверяйте сразу, проверяйте. Также Луна показывает период творчества, то есть может человек увлекаться каким-то видом творчества, эзотерика в ближайшие 9 дней, и ему нравится, он в этом погружен, растворяется. Обращайте внимание на знаки, на сны в этот период. Луна может говорить о том, что кто-то из-под-тишка наблюдает за вами, следит, думает о вас постоянно, притворяется другим человеком, даже, допустим, в социальных сетях. И еще Луна может показывать, что вам нужно больше доверять именно своей интуиции, чем даже логике, понимаете? Еще могут быть перепады настроения. Здоровье зависит от перепадов погоды, от лунных циклов, от гормонов. Скачет, да, туда-сюда, то заплакал, то засмеялся. Вот. И еще Луна, она по сути показывает, что могут быть совершенно нестандартные решения, да, какие-то сюрпризы, неожиданности, то, что вы не думали, что будет. Или на это смотрели совсем с другой стороны. Может, для чего-то есть креативное решение. Ну, вот такой ответ козерогам. А мы идем к следующей карте. Это Водолей.
Итак, дорогие водолеи, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 9 дней. Ключ. Это счастливая карта. Она открывает все двери. Вы знаете, ключ — это настоящий талисман колоды Ленорман. И это значит, что в ближайшие 9 дней вас ждет удача, успех, большое счастье, сопровождение высших сил, открытие дорог, путей в жизни, возможностей. Или, может быть, вы подберете ключик к чьему-то сердцу, да, дорогие водолеи. Прибавление финансов всегда означает эта карта. Улучшение жизни, решение даже самых трудных вопросов, которые, казалось бы, не решаются никогда. Вы зашли в тупик в каком-то деле, возьмите карту ключ, она вам поможет. Или наденьте ключик-талисман на шею. Вообще ключ, конечно, это карта, показывающая стабильные, благородные, успешные отношения. Или, допустим, примирение с любимым человеком. Но также может означать судьбоносное знакомство. Именно для серьезных отношений. Здоровье всегда эта карта показывает хорошее. В делах, конечно же, прибавление в финансах, большой успех. Ну, вот такой ответ дали карты Водолеям. А мы идем дальше. И следующий — Рыбы. Знак зодиака Рыбы. Что вас ждет, дорогие рыбы, в ближайшие 9 дней? Корабль. Возможно, будет дорога. Рыбы связаны с морем. И вот оно, море для вас. А также плывущий по нему корабль. Путешествия, поездки, планирование поездки, возможности отъезда, получение визы, подача на оформление. То есть все это может быть, дорогие рыбы, в ближайшие 9 дней. И также корабль означает выплыть из трудностей. Карта, конечно же, говорит о том, что решаются плавно какие-то ваши проблемы. Вот как будто бы вы просто берете и уплываете, уходите от этих проблем. Иногда может означать переезд. Часто для любви карта означает любовные романы в путешествиях. И еще может говорить о флирте, о знакомствах в интернете, о том, что кто-то очень сильно интересуется вами из интернета, создает какие-нибудь липовые странички, смотрит за вами, общается с вами, наблюдает, хочет с вами отношений, да. Если вы сейчас в отношениях, дорогие рыбы, по кораблю могут быть какие-то подарки, сюрпризы, необычные свидания в ближайшие 9 дней. И приглашение в гости, вместе куда-то съездить в гости. То есть карта в этом плане неплохая. Она показывает часто не сильно бурные приключения. Отдых может быть где-то у моря, в санатории, в бассейне в ближайшие 9 дней. Поэтому понаблюдайте. Что-то вот такое должно быть. Здоровье, улучшение здоровья с помощью того, чтобы сделать какие-то процедуры, оздоровление в воде, допустим, в джакузи, в бассейне, опять же, массажи вот эти все. То есть вот такие оздоровительные вещи могут улучшать ваше здоровье, дорогие рыбы. Ну, вот такие у нас были сегодня карты Ленорман. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!